Если у вас тормозит YouTube, читайте описание к этому видео. Там вы найдете инструкцию, как обходить любые блокировки. И к новостям. ВСУ продолжает наступление на Курск. В Кировской области сгорел дом престарелых, а в Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Золотого глобуса». ВСУ продолжают наступление в Курской области. Украинским военным удалось продвинуться примерно на 2,5 километра вглубь российской территории. Об этом сообщают независимые военные аналитики. Американский институт изучения войны уточняет, что ВСУ прорвались в 3 районах Курской области. Сообщается, что украинцы провели атаки с использованием бронетехники и продвинулись к югу и юго-западу от Бердина, а также вошли в южную часть этого населенного пункта. Наступление активно развивается в районе Леонидова. Кроме этого, атакуют возле Пушкарного, к востоку от Суджи. События в Курске прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, эти действия существенно могут повлиять на ход российско-украинских переговоров, которые многие ожидают уже в этом году. На этом фоне российская Минобороны сообщает, что крупный населенный пункт и важный логистический узел Южного Донбасса, Курахово, перешел под полный контроль российских военных. В военном ведомстве подчеркивают, что этот город был опорным пунктом ВСУ, которые защищали более 15 тысяч военных. Владимир Зеленский дал большое интервью в подкасте Лекса Фридмана. Президент Украины заявил, что Россия уже отправила на войну больше 10 тысяч солдат из Северной Кореи и может отправить еще десятки тысяч. По словам Зеленского, российские военные сжигают лица погибшим корейцам, чтобы их невозможно было опознать. Свидетельств этому пока нет, хотя, по словам украинского президента, власти Украины располагают доказательствами подобных практик. Также Зеленский рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко звонил ему в первые дни войны и принес извинения за удары с территории Беларуси. Ответственность он переложил, разумеется, на Владимира Путина. Разрушительный пожар в поселке Кильмесь Кировской области. Сгорел социальный дом. 8 пенсионеров погибли. Старое деревянное здание, переделанное под своего рода общежитие, фактически использовалось как дом престарелых. Местные называют его домом ветеранов. Пожилые люди жили там, оплачивая коммунальные услуги со своих пенсий. Среди них были в том числе лежачие больные. По данным спасателей, 4 удалось эвакуировать. Всего в доме проживали 11 человек. Погибшим было от 66 до 92 лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели людей. Тушение огня было затруднено из-за особенностей конструкции здания. Специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства возгорания. Жительница поселка Кильмесь рассказала телеграм-каналу «Не Москва», что в доме топили баню, и пожар, скорее всего, начался именно там. Террористическая группировка «Хамас» согласовала список из 34 израильских заложников, которых готовы освободить. Об этом агентству Рейтер на условиях анонимности сообщил представитель палестинского движения. По его словам, любая подобная сделка зависит от продвижения переговоров о прекращении огня и выводе израильских войск из Газы. Власти Израиля отреагировали на публикацию Рейтер и заявили, что никаких списков от Хамаса не получали. Однако агентство утверждает, что документ есть в распоряжении редакции. Переговоры о перемирии между Израилем и Хамас активизировались в конце прошлого года. Активные боевые действия в Газе длятся уже 15 месяцев. В плену у Хамаса остаются около 100 человек. Вероятно, многие из них уже мертвы. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок стала жертвой цензуры в Сирии. В начале января она посещала Дамаск. Сирийская сторона отчиталась о встрече в соцсетях, но на снимках замазали лицо Бербок, потому что ее внешний вид, по всей видимости, не отвечал прогрессивным стандартам новой власти, представители которой ранее свергли режим Башара Асада. Примечательно, что в подписи к фотографии Анна-Лена Бербок упоминается вместе с другими участниками переговоров. На церемонии в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Золотой глобус». В этом году лучшим актером признан Эдриан Броуди, а фильм «Бруталист» с его участием – лучшей картиной. Премию за лучшую роль второго плана получил Киран Калкин. А вот российский актер Юра Борисов, также номинированный в этой категории, пока остался без призов. Полный список лауреатов уже опубликован на сайте «Золотого глобуса». Это были все новости к этому часу. Меня зовут Василий Азаров. Смотрите и другие видео на канале Ходорковский Лайф. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать наши новые выпуски. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы всегда оставаться на связи. До встречи.